Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я хотел вам показать очень классный дом, который стоит аж 1 700 000 долларов. 5 800 000 шекелей в переводе. Под одним из прошлых видео кто-то написал, что я неправильно перевел шекели в доллары. Но если честно, вы должны понимать, что в Израиле все цены указываются именно в шекелях. Ну а курсы валют меняются несколько раз в неделю, а иногда и несколько раз в день. Поэтому актуальную стоимость в долларах вы можете самостоятельно проверить, например, в Гугле. Итак, открываем сайт израильских объявлений и находим этот самый дом. Как указано в объявлении, дом состоит из 8 комнат, 3 этажей, площадью 410 квадратных метров. Площадь земельного участка составляет 466 квадратных метров. Если от этой цифры вычесть площадь здания 410 квадратов, то получается свободный участок всего 56 квадратов. Дом находится на самом краю города Эйлат. В этом месте сейчас ведется активная застройка как частными застройщиками, так и коммерческими, которые строят виллы в аренду. В этой части города поверхность земли имеет большие перепады по высоте, поэтому некоторые земельные участки находятся в самом верху, но другие у ее подножия. После обзора этого дома я предлагаю пройтись и посмотреть земельные участки в Израиле, которые доступны для частного домостроения. Для тех, кто говорит, что высокие заборы строят только в странах бывшего СССР, прошу обратить внимание вот на эту конструкцию. Понятное дело, что забором здесь является только его верхняя часть, но вот эта опорная стена выполняет свою функцию. И заглянуть на участок, посмотреть, что творится в частной собственности, практически невозможно. Итак, что же получает покупатель за практически 2 миллиона долларов? Он получает 7 жилых комнат, 2 гостиные, кухня и мини-кухня, а также свой собственный трехэтажный лифт, открытый бассейн и джакузи. Также в собственности имеется большая крытая парковка на 1 автомобиль, железные ворота с электроприводом. На первом этаже находятся 3 гостиные, 2 туалета и душевые, большая гостиная и кухня. Также на первый этаж можно сойти со второго входа со стороны парковки и выход на задний двор. Жилым этажом является второй этаж. Здесь расположена главная спальня с видом на море и залив, туалетом и душем, гардеробной и балконом. Также панорамный вид, большая ванная комната с душем и 2 раковинами, ниша для стиральной машины и сушилки с примыкающим балконом. Полы дома выложены роскошной итальянской плиткой. В доме есть внутренние и наружные декоративные светильники и абажуры. Также имеется сигнализация и домофон. Но теперь я предлагаю пройтись по району и посмотреть, какие же соседние дома окружают этот прикольный дом. Чтобы построить дом, естественно, вам нужен свой собственный земельный участок. Как я уже говорил ранее в начале этого видео, здесь очень пересеченная местность. Вот здесь с левой стороны вы можете увидеть, как выглядит один свободный участок. Ну а с правой стороны участок уже выкуплен и имеется застройка. Я не маклер и не риэлтор, поэтому стоимости вот этого земельного участка я, конечно, даже приблизительно не знаю. Все цены, которые я вам показываю, берутся исключительно из сайта объявлений. Но вот такой вот вид представляется сверху на этот участок. Какие здесь есть коммуникации, я тоже абсолютно не знаю. Возможно, скорее всего, это только вода и электричество. На крыше этого дома видны арматурные выпуски, скорее всего для того, чтобы потом пристроить еще один этаж. А вот еще пример одного строительного участка, который можно купить и построить себе дом или виллу, на что у вас хватит денег. Насколько я понимаю, этот земельный участок уже выкупили. Здесь я вижу, что складируют строительные леса. Скорее всего, их потом соберут и начнут строительство. Глядя вон на те белые домики, могу сделать заключение, что большинство проектов здесь типовые. Вот пример еще одного земельного участка под строительство. Но те, кто строители, могут написать в комментариях, как здесь вообще происходит сам процесс строительства, если у тебя есть земельный участок. Я же делаю просто видео для того, чтобы те, кто никогда не был в Израиле, но хотели бы купить себе какой-то участок для строительства дачи, виллы, либо дома, назвать как хотите, вот чтобы они просто посмотрели, как в Израиле это все выглядит и с чем придется работать. Дорожный знак «Пешеходный переход» выполнен в интересной конструкции из каких-то пластиковых деталей. Вот так вот они накручены друг на друга.
Я думаю, что это все делается для безопасности, чтобы человек, который едет на велосипеде, либо просто какой-то зевака с телефоном, если и врежется в знак, то чтобы как-то не сильно он повредился. В любом случае, конструктивное решение вызывает интерес. Ни в России, ни в Беларуси я таких знаков не видел. Для тех, кто ни разу не был в Израиле, интерес вызовут даже автобусные остановки. Вот такой они имеют здесь вид. Сверху и сбоку имеются номера автобусов, которые здесь останавливаются. Козырек, который защищает от солнца и нечастых дождей. Ну и прозрачные боковины, чтобы можно было видеть автобус и его не пропустить. Сравнивать остановку с теми конструкциями, которые есть в Беларуси, в России или в Украине, мне даже не хочется, потому что становится как-то грустно. Первый интересный вход. Здесь растения посажены в горшки и так выставлены на улицу. Интересный вид. Ну, такой современный дом частный. Здесь нет никакой скатной крыши, как у нас, допустим, делают для отвода осадков. Еще один дом. Здесь тоже видно, что плоские крыши. Вообще я вижу, что часто здесь выполняются крыши именно плоскими. Также обратите внимание, что на фасадах не висят никакие кондиционеры, никаких внешних коммуникаций, труб, канализации и прочего хлама, который мы с вами видели на израильских хрущевках. Но оно и понятно, дома здесь стоят очень дорого, просто каких-то неприлично огромных денег. По моему субъективному мнению, это первый нормальный земельный участок, потому что он плоский, здесь можно нормально поставить дом. Синий контейнер для вывоза строительного мусора и строящийся дом. Мне понравились вот эти оконные проемы, они какие-то восточного типа, то ли готические, то ли романские. Даже это здание похоже чем-то на какое-то административное, либо религиозное. Через дорогу расположен красивый современный дом, на крыше которого есть обзорная площадка для жильцов этого дома. А на улице стоят 3 мусорки для раздельного сбора мусора. Улица заканчивается и поворачивает налево. Получается некий такой тупик. И в этом тупике есть 2 многоэтажных дома. Это, конечно, уже не частные дома, но можете обратить внимание вот на современное строительство. Красиво. За поворотом налево есть общественное пространство, так называемая зона отдыха, на которой можно сидеть и отдыхать. Здесь имеются навесы, которые выполняют функцию защиты от солнца. Внизу искусственное зеленое покрытие, которое имитирует траву. Качели по типу качалка, как говорилось в том известном советском фильме. И детский городок. Некоторые металлические детали прорезинены, чтобы защитить детей от воздействия ударных нагрузок и получения травм. Кроме детских городков, здесь имеются и уличные тренажеры для занятий собственным весом для их родителей. Вот такая качалка по типу колесо. Я видел, как на ней сидел отец и держал на руках ребенка. Выдерживает нагрузку нормально. Вот такая огромная конструкция, которая имеет в начале своей какие-то лестницы. Здесь проходы, еще ступеньки. И на выходе такую пластмассовую горку. Для тех родителей, которые не хотят играть с детьми, либо просто устали, хотят посидеть, понаблюдать со стороны, имеются скамейки. За скамейками классный вид на Красное море и Эйлатский залив. Думаю, теперь многим понятно, почему участки такие неровные. Если у вас есть свой питомец, ему приспичило по-большому, то здесь имеются бесплатные пакетики. Пакетики, кстати, есть в наличии. Я проверил и убедился. Вот так выглядят эти навесы со скамейками, если смотреть в обратную сторону. Всем, кто прилетает или приезжает в Израиль, рекомендуется всегда носить с собой воду и пить ее в большом количестве. Но если у вас она закончилась, либо вы ее не купили, то имеются вот такие бесплатные источники воды. Вода тоже работает, я проверил. Чтобы не стоять в пробках, многие израильтяне передвигаются вот на таких классных электровелосипедах. К сожалению, купить его здесь и привезти в Беларусь, либо в Россию не представляется возможным. Связано это с мощной литий-ионной батареей, которая может воспламениться в багажном отделении. В основном все навесы предназначены для защиты именно от солнца, а не от дождя или снега, потому что здесь это явление крайне редкое. Прямо перед нами мы видим жилой дом класса люкс, так здесь написано на фасаде. Но пройтись по кругу и посмотреть его со всех сторон я предлагаю уже в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Также в комментариях напишите, хотели бы вы жить в Израиле в частном доме или все-таки предпочитаете жить в квартире, где какие есть преимущества и недостатки.